Всем привет! Напоминаю, меня зовут Сергей. Я занимаюсь автоэлектрикой. Сегодня ко мне заехал автомобиль Megane 3. На этот автомобиль я буду устанавливать, подключать активный сабвуфер и устанавливать две камеры. Одну камеру заднего вида и одну камеру наперед. Выводиться изображение будет на накладку на зеркало. Итак, для установки видеокамер нам понадобятся сами видеокамеры. У нас имеется два варианта видеокамер. Одна круглая универсальная камера заднего вида будет. Вторая видеокамера квадратненькая с подсветкой. Будет устанавливаться в передний бампер. В комплекте имеются провода для монтажа, подключения видеокамер. То есть все как бы для установки есть. Данные видеокамеры я заказывал на сайте AliExpress. Кому будет интересно, могу оставить ссылку в магазин, где их заказывал. Теперь хочу вам показать сабвуфер, который будем подключать. Клиент его сам купил. Сабвуфер у нас активный фирмы Kix. Будем запитывать его от штатной магнитолы. Диаметр динамика 30 сантиметров. Вот есть усилитель. Подключение можно как по RCA кабелю, так и по силовому входу. Ну, настройки все есть. Провода подключения, питания и управления. Вот это то, что касается самого сабвуфера. И имеется еще вот такой монтажный комплект проводов для подключения этого сабвуфера. Сюда входит силовой предохранитель, силовой кабель, акустический кабель для динамиков и RCA кабель, который нам сегодня не понадобится. Вот такой вот комплект сегодня мы будем устанавливать на данный автомобиль. Напомню, это у нас Megane 3. Планируется этот сабвуфер устанавливаться в этом месте. То есть сюда мы будем выводить наши силовые провода и провода подключения сабвуфера. У нас в крышке есть вот такая вот заглушка. Мы будем снимать, и в это место будет устанавливаться у нас вот такая вот камера. Камеру будем прятать немного в глуби, чтобы она не торчала, сильно не выпирала наружу. Примерно вот так вот, скажем, закрепим ее. Переднюю камеру будем ставить в бампер. Так, вот такую прямоугольную камеру решили поставить наперед, по центру, под номер, под номерную накладку. Немножко надо будет добавить сюда прокладок, чтобы опустить ее ниже и можно было изменить угол наклонов самой камеры. Примерно, скажем, вот так вот оно будет. Человек купил автомобиль, ему было тяжело парковаться, поэтому он решил установить камеру наперед. Для установки и подключения данного оборудования придется разобрать автомобиль, крышку багажника, чтобы проложить провода от видеокамеры до монитора. Монитор будет крепиться на зеркале заднего вида внутри салона. Спереди придется тоже разобрать, снять аккумулятор, крепление аккумулятора, разобрать пороги, чтобы по ним проложить провода наперед и назад к сабвуферу, снять боковую обшивку, подключиться к магнитоле. То есть придется разобрать два порога, чтобы подключиться к задним динамикам. Сабвуфер будем запитывать от силового сигнала, который будем брать с задних динамиков. То есть сейчас я приступлю к процессу разборки автомобиля, подготовки для прокладывания проводов. Я снял декоративную обшивку крышки багажника. Все просто крепится на клипсах и на саморезах. 4 самореза. Вот места под них. Раз, два и 3, 4. Вот. 4 самореза, остальное все на клипсах. Всю пластиковую обшивку я снял. Провода пойдут у нас вот по штатному жгуту и через вот эту резинку пойдут в салон от камеры заднего вида. Дальше. Саму камеру нам необходимо будет устанавливать в этой пластиковой накладке, поэтому нам ее тоже необходимо снять. Для того, чтобы ее снять, я открутил 5 болтов. Вот места под них, чтобы открутить. Там вон его уже нету. Вот это, вот тут и вот тут и вот тут. То есть 5 болтов откручено. И дальше эта пластиковая крышка держится еще клипсами. Вот наши клипсы. Для того, чтобы отщелкнуть клипсу, я беру головочку диаметром на 7. Вот так одеваю на нее.
и вдавливаю. Клипса вжимается и выщелкивается. Вот она уже у нас вот вышла из зацепления. То есть не надо ковырять никакими отвертками, просто можно какой-нибудь круглое отверстие взять, ну, цилиндрическое, и таким простым движением отщелкнуть клипсу. Для того, чтобы снять пластиковую крышку, нам еще необходимо разъединить разъем, чтобы освободить провода. Здесь у нас резиновая заглушка. Мы ее тоже выдавливаем вверх руками, чтобы при демонтаже крышки все провода потянулись у нас свободно и ничто не мешало. Проверяю, пробую, снимается ли сама крышка. Вот я снял декоративную нашу накладку с крышки багажника. Держалась она на болтах и на вот клипсах. К двум клипсам доступ был, а к вот этим вот крайним клипсам доступа не было. Поэтому пришлось немножко поднапрячь, чтобы снять это дело. Ну, сняли и крышку без повреждений, то есть все цело. Камеру планируем поставить вот здесь, вот как и договаривались, в это отверстие. Провода потянем по штатной проводке. Вот через штатную резинку зайдем в крышку багажника. Так, вот примерно я установил камеру заднего вида на пластиковую накладку. Как всегда, на помощь пришла вот такая монтажная планочка от центрального замка. К ней я прикрутил камеру и саму планку я прикрутил двумя саморезами крышки. Угол наклона будем выставлять под огибанием кронштейна самой видеокамеры. Ну и можно будет также вправо-влево немножко. С обратной стороны у нас это все вот так выглядит. Эти провода от видеокамеры я пущу вдоль штатной проводки. Итак, камера уже установлена. Провода я проложил, привязал к штатным проводам. Просунул их через уплотнительную резинку. Вот у нас два кончика торчит. То есть теперь я могу эту крышку поставить назад. Прикручивать сильно я ее не буду. Закреплю на какие-либо клипсы. И буду продолжать дальше монтаж. Прокладка остальных проводов, подключение питания и прокладка видеокабеля по салону. И параллельно с этим я буду прокладывать провода для подключения активного сабвуфера. Итак, я подготовился к прокладке проводов. Для этого мне понадобилось разобрать часть автомобиля. Разобрал я заднюю часть багажника, снял всю пластиковую обшивку от потолка до самого пола. Снял пороги пластиковые по левой стороне. По правой стороне снял порог в районе задней двери и среднюю накладку. Под капотом, тут, конечно, разборки было очень много. Под капотом пришлось демонтировать аккумулятор, крепление аккумулятора. Все, что можно было тут снять. Воздушный фильтр, фару, открутили часть бампера верхнюю. Все это необходимо для того, чтобы силовой провод от сабвуфера и провод от видеокамеры протянуть в салон. Предохранитель от сабвуфера и силовой провод будем крепить под штатный плюсовой болт. Где-то вот на этой коробке. Это у нас плюс, красный провод. Дальше провод от сабвуфера и от видеокамеры я запущу через уплотнитель. Вот у нас здесь через него уже протянуты провода от Webasto. Сюда же затяну и наши провода от сабвуфера и от видеокамеры. Теперь, что касается передней камеры. Я ее вот закрепил уже на бампере. Мне понадобилась небольшая проставка, чтобы камеру немножко опустить вниз. Проставка нужна для того, чтобы была возможность регулировать камеру по высоте, по углу наклона. Так у нас табличка от номера стоит. Вот здесь будет регулировка. В дальнейшем я эти провода, которые у нас есть, привязываю, завожу туда под верх бампера. И вот здесь
идет наш штатный жгут проводов, который идет в район фары. То есть эти провода от видеокамеры я потяну сюда, мимо фары. Вот наш жгут. Буду пользоваться металлической протяжкой. И дальше выпущу их по штатным проводам и пойдут вместе с проводами от сабвуфера вдоль вот этих всех проводов. Ну, приступлю теперь к прокладке всех проводов. Делаю соединение проводов. От попадания лишней влаги решил все замотать изолентой, чтобы туда не попадала вода. Это у нас блочок питания самой камеры. Здесь стоит преобразователь с 12 вольт, где-то на 5 вольт, по-моему, или на 6. Дальше питательный разъем, тоже его заматываю, и провод RCH-ный тоже замотал. Сейчас все это позаматываю, смотаю все до кучи и потяну в салон. Прокладываю провод, пристяживаю пластиковыми стяжками, дабы нигде ничего не болталось, не телепалось. Все стараюсь вести параллельно со штатной проводкой. Есть вот такой комплект проводов. Сейчас я его распакую и начну укладывать с силового плюсового провода. Этот провод нам сегодня не понадобится. А понадобится нам сейчас вот этот провод. О, тут уже даже клемка обжата. И предохранитель вставлен вовнутрь. Мощный предохранитель на 40 ампер. Герметично, резиночка для уплотнения соединения. И тут тоже резиночка, чтобы вовнутрь не попала влага. Это пока в сторону. Длина 5 метров должна быть. Надеюсь, что нам ее хватит. Так, пока прикручу, но сам предохранитель крепить пока не буду. Закреплю его в конце, когда мы это все дело соберем до кучи. Так, ну, скажем, вот наш плюс есть. Временно хомутом пристяжу сюда. Посмотрим. Может, это будет его местом на постоянное. И теперь нам необходимо вот этот провод проложить совместно с нашим проводом от видеокамеры. Для этого я его постараюсь сейчас уложить вместе со штатными проводами. Еще мне понадобится пластиковая гофра для нашего провода. Имеется у меня в наличии вот такая пластиковая гофра. Сделаем как бы бронировку нашему плюсовому проводу, дабы он нигде не повредился по дороге. Примотаем этот провод к нашим проводам. Нашу протяжечку берем и запихиваем ее туда, в салон. Вот так. Вот так. Туда. Опять пристяживаем. Вот так. Металлическую протяжку я засунул в наше отверстие резиновой заглушки. Теперь мне надо изнутри салона потянуть эти провода и затянуть их в салон.
Итак, ребята, наконец-то я собрал переднюю часть автомобиля. Камеру я установил, провод к нашему сабвуферу я подключил, проложил. Все сейчас уже внутри салона. Здесь все вернул на историческое место. Конечно, очень было сложно, потратилось много времени для разборки и также для сборки вот этого пространства. Но это было необходимо. То есть иначе бы провод мы просто так не проложили бы. Теперь приступаю к прокладке проводов внутри салона. То есть дальше мне надо силовой провод сабвуфера дотянуть до задней части автомобиля. Попутно мне необходимо еще взять, возьму провод АЦЦ для включения сабвуфера. И также попутно нужно будет еще подключиться к задним динамикам, чтобы взять силовой выход с магнитолы и подать этот выход на вход сабвуфера. Вот этим сейчас буду заниматься. Пока я прокладывал провода от видеокамеры с сабвуфера, мне вот такую накладку на зеркало привезли. У нас здесь есть разъем для питания и два входа, видеовхода. Один видеовход от камеры заднего вида и второй дополнительный видеовход будет подключен к передней видеокамере. Еще скажу, что передняя видеокамера будет запитана через кнопку включения ее. То есть можно было бы сделать от педали тормоза, но это не совсем удобно, потому что при каждом торможении будет включаться монитор и будет что-то показывать. А так как пробок достаточно много, то вот эти моргания на мониторе изображения ни к чему хорошему не приведут. Поэтому было принято решение установить дополнительную кнопку для принудительного включения передней камеры. Саму кнопку клиент привез, кнопка оригинальная, будет ставиться в штатное место. То есть в автомобиле была одна заглушка. Вместо этой заглушки будет установлена дополнительная кнопка на включение передней камеры. В дальнейшем кнопочку покажу. Зеркало выполнено с хорошим антибликовым покрытием. Выглядит как обычное зеркало без всяких признаков наличия монитора. При подключении посмотрим, как будет у нас видно изображение. Крепится оно с помощью вот таких крючков подразделенных к штатному зеркалу. Вот такую кнопочку нам привезли для того, чтобы мы включали переднюю камеру. У нее фиксируемое положение нажатия, то есть включено, выключено. Также в кнопочке есть провода, разъем с проводами. То есть соответствующее подключение надо будет сделать. Мы сейчас поставим зеркало и все провода подтянем назад, чтобы уже не возвращаться. Итак, я установил накладку на наше зеркало. Провод от зеркала спрятал под декоративную пластиковую накладку и пустил по потолку. Дальше у нас есть три разъема. Один питание зеркала и два видеовхода. Один с камеры заднего вида и второй будет с камеры переднего вида. Пока временно так не заматываю, потому что китайцы любят путать. Указывают на схеме одну маркировку, в итоге может получиться другая. Потом все это спрячется под обшивку. Дальше провода у нас идут на переднюю стойку. Вот. И здесь у нас вот есть провод, который идет на заднюю камеру. Я его пущу по потолку. Пойдет он поверху. Снизу я вытащил два провода. Один провод будет идти питание масса. И второй провод будет подаваться плюс на монитор с передней камеры. То есть на переднюю камеру и на монитор будет подаваться плюс. И сам провод с передней камеры вот пошел уже к монитору. Здесь у меня вот образовалось какое-то количество проводов. Значит, массу я уже как бы прицепил. И вот у меня плюс, который идет на монитор. Красный провод. Синий это у меня плюс, который пришел с камеры заднего вида. И белый это будет приходить плюс с кнопки управления передней камерой. Итак, чтобы у меня во всех вариантах включался монитор, то есть при задней передаче, при передней передаче, мне надо вот этих как бы два плюса периодически подавать на вот этот красный провод. Для того, чтобы они не путались и при включении
кнопки, скажем, у меня не загорался задний ход, мне необходимо эти два провода развязать диодами. Есть у меня вот такие диоды, анод, катод. То есть анодом приматываю к одному проводу и соединяю с красным. И точно такой же диод я приматываю к синему проводу и соединяю к красному. Итак, у меня получится диодная развязка. То есть при включении кнопки у меня таким образом не будет загораться задний стоп. И аналогично при включении заднего хода у меня не будет включаться передняя камера. Вот второй. Вот. Два диода. Вот сейчас эти два диода примотаю к своим проводам. Ну и покажу, что получилось. Вот такая картинка вот вышла. Вот два диода пошли на плюс питания самого монитора. Теперь все это я смотаю, уложу. Эти провода чуть подтяну вниз. Будет все красиво. Итак, подключаем заднюю камеру. Значит, я через уплотнительную резинку проложил провод. Провод от видеокамеры от монитора я опустил по потолку, провел через резинку здесь вдоль нашего провода. Вот у меня осталась небольшая петля. Здесь соединил питание и вот видео наш провод. Чем хорош данный провод из комплекта видеокамеры, значит, у него внутри вот этого провода идет провод питания. Вот красный кусочек провода выходил из разъемчика. Я подключил задний ход и подал на этот кусочек провода плюс. И этот плюс у меня пошел туда аж наперед к монитору внутри вот этого провода. Здесь в крышке багажника я подключил, значит, питание самой камеры. То есть вот на сером проводе у нас масса, на темно-сером. И вот такой вот серый или голубой на цвет. Это у нас задний ход. То есть вот этот плюсик я подал вот на вот этот красный проводок. И по проводу он пошел у меня вперед. Сейчас я это все уложу, смотаю, чтобы тут все было красиво. Камеру заднего вида я проверил, она работает. То есть в принципе мы можем собирать крышку багажника. И будем считать, что задняя камера у нас уже установлена. Итак, в продолжении подключения наших камер нам была предоставлена вот такая кнопка с фиксируемым положением. Как выяснилось, у нее всего там 3 контакта есть. Поэтому с этого разъемчика я лишние проводочки повынимал. Оставил 3, но из них задействованных у нас только 2. То есть это просто включатель. Эта кнопка у нас будет подавать питание на монитор и на камеру переднего вида. Монитор отдельно у нас будет включаться при включении задней скорости без этой кнопки. Проводочки примотал. Машина у нас, скажем, непростая. То есть управление магнитолой, все происходит по CAN-шине. Поэтому, чтобы не искать провод включения магнитолы, я решил просто подключить питание передней камеры и питание включения сабвуфера на провод ACC. Понятно, да? То есть на этом проводе у нас присутствует плюс
когда у нас вот эта карточка, брелок находится в картоприемнике, либо если ее вынять, то там какое-то определенное время. После чего там через 30 минут или там через сколько это питание пропадает. То есть машина обестачивается. Поэтому на этом проводе у нас плюс также будет пропадать. Чтобы обезопасить все наши электрические цепи, я использовал держатель предохранителя и предохранитель на 2 ампера. На блоке предохранителей я нашел провод, на котором появляется наше питание. То есть свободные фишки в блоке предохранителей. Я сделал такую клемку и теперь в эту свободную фишку эту клемку вставляю. То есть через этот предохранитель у нас пойдет питание на кнопку и пойдет питание на сабвуфер. К силовому проводу, плюс который мы тянули от аккумулятора, я примотал вот этот синий провод, который будет у нас включать усилитель сабвуфера. Теперь этот провод, два этих провода я буду тянуть назад, где будет устанавливаться наш сабвуфер. К этим проводам попутно я примотаю еще акустический провод с заднего динамика. Жгут проводов, который идет в заднюю дверь. И в этом жгуте идет вот такая плетеная пара. Зеленый с коричневой полосой и белый с коричневой полосой. Эти два провода идут на задний динамик. То есть мне необходимо будет к этим проводам примотать акустический провод, который пойдет. Это будет сигнальный провод для работы нашего сабвуфера. С правой стороны точно таких же два провода. Придется притянуть опять-таки в кучу ко всем проводам, которые идут на подключение нашего активного сабвуфера. Сейчас я этим буду заниматься. Итак, наконец-то я заканчиваю установку дополнительного оборудования на автомобиль Megane 3. Вот я подключил наш сабвуфер. Питание на нем есть, лампочка вон светится. Как я говорил, провода я брал с задних динамиков. Здесь силовое управление у нас на сабвуфере. Левый динамик взял я по левой стороне. Правый динамик взял с правой стороны и провод перетянул на левую сторону, чтобы все провода вышли в одной косе. Вот они все умотанные, плюс-минус управление и два провода от динамиков. Сабвуфер, в общем, подключен, работает. Проверили его. Осталось только настроить звук под любителя. Так, надо пойти попробовать громкость дать.
Задние камеры заднего вида и переднего вида тоже уже подключены, проверены, все работает, выводится на монитор. Сейчас покажу, как все работает еще раз. Ну, осталось собрать автомобиль и отдать его хозяину. Итак, вот демонстрирую работу наших камер. Вот кнопка зажигания у нас сейчас включена. Я включаю кнопку, и на экране появляется изображение передней камеры. Вот. Если сейчас я переключу на заднюю скорость, то автоматически изображение с передней камеры переключится на заднюю камеру. Вот, есть задняя. При этом наша кнопка передней камеры включена. То есть в данном мониторе есть приоритет по входам. Ну, вот так работает наш монитор, наш видеокамеры. На этом буду заканчивать свой обзор. Кому было интересно, пишите комментарии, смотрите видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Ну и не забывайте про меня. А я буду снимать новые видео, интересные для вас. Сейчас я приступлю к сборке автомобиля, и на этом буду все заканчивать. Автомобиль отдавать клиенту. До новых встреч, пока.